Православная церковь появилась в 1054 году после раскола Единой Церкви, которая официально называлась просто католической или Вселенской Церковью, иногда Святая Католическая и Апостольская Церковь. После раскола 1054 года образовалось две католические церкви, одна с центром в Константинополе, другая в Риме. Константинопольский патриарх продолжил называться Вселенским, то есть католическим. На Константинопольском соборе 1089 года термин «православная католическая церковь» был официально утвержден для обозначения своей церкви, от греческого ортодоксия – правильное учение. Но до широкого распространения этого термина христианские церкви, оставшиеся под юрисдикцией Константинопольского патриархата, кроме католическими, именовались несколькими другими названиями – Греческая церковь или Восточная церковь, Церковь Божия, Церковь Христова. С XIII века в официальных документах, грамотах и переписке окончательно закрепляется самоназвание Православная церковь и Православная католическая церковь. Появление и закрепление термина «ортодоксия» в греческом языке в XIV веке не было спонтанным, а связано с деятельностью ведущих богословов и иерархов Византийской церкви в полемике с католицизмом. Они сознательно ввели этот термин, подчеркивающий преемственность изначального христианского вероучения. Слово «православие» впервые упоминается в русских летописях XIV века, но тогда оно еще использовалось редко и имело общехристианское значение «истинная правильная вера». Термин «православие», как название веры русских христиан в восточной традиции, начал активно распространяться примерно с середины XV века. К этому времени он постепенно вытеснил прежние названия «русская вера», «греческая вера» и подобные. В XVI веке понятие «православное» окончательно утвердилось и стало официальным названием религии на территории Московского царства. Этому способствовали споры и полемика с католиками и протестантами, которые велись при редактировании религиозных книг в то время. На землях современных Украины и Белоруссии, которые тогда входили в Речь Посполитую, православных христиан называли представителями греческой церкви. После заключения Брестской церковной унии в 1596 году униатская церковь получила официальное название греко-католическая или греко-римская церковь. Римская церковь сохранила за собой самоназвание католическая, то есть вселенская. Преимущество в сохранении термина оказалось на стороне римской церкви благодаря ее значительному авторитету и влиянию в средневековой Европе. Православные же церкви были вынуждены отказаться от использования этого термина в самоназвании. Формирование православия тесно связано с развитием христианской веры в Греции в рамках единой Вселенской Церкви. За время ее существования были созданы важные религиозные учения и правила, которые позже легли в основу православной традиции. После раскола в 1054 году, когда произошло разделение Восточной и Западной церквей, православие продолжило свое развитие как отдельное направление христианства. Со временем, из-за различных исторических событий и обстоятельств, православие постепенно менялось и развивалось, пока не стало таким, каким мы его знаем сегодня. Если вам понравился этот ролик и чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.